13 января 2012 года к небольшому горному озеру на Кавказе прибыла международная экспедиция. В ней участвовали итальянский геоморфолог Джованни Бодино, британский специалист по глубоким погружениям Мартин Робсон и группа российских геологов. Их задача была конкретной — спуститься под воду, исследовать пещеры и, наконец, определить глубину озера, которую не удавалось точно измерить несколько десятилетий. Само озеро небольшое. Его можно обойти пешком примерно за 15 минут. Первым в воду вошел 39-летний Андрей Родионов. У него был большой опыт глубоких погружений, современное оборудование и подробный план, согласованный с командой. На поверхность он не вернулся. Поиски продолжались несколько дней, но его тело так и не нашли. Экспедицию продолжили. Через несколько дней в воду вошел Мартин Робсон. Он несколько месяцев готовился к этому погружению и заранее рассчитал маршрут, запас газовой смеси и время подъема. Погружение продолжалось 9 часов. На глубине около 200 метров давление воды в 20 раз выше, чем на поверхности. Обычный воздух здесь уже не подходит для дыхания, поэтому используются специальные газовые смеси. Подъем тоже требует точного расчета водолазу, приходится делать длительные остановки, чтобы организм успел вывести растворенные газы. Робсон достиг 209 метров. Для сравнения, это высота 70-этажного здания, если представить его перевернутым и погруженным под воду. И даже там дна не оказалось. Под Робсоном оставалась вода, а система пещер продолжалась дальше. На обратном пути у Робсона возникли серьезные проблемы со здоровьем. Его доставили в больницу, где он провел 11 дней. Он выжил, но погружение закончилось без ответа на главный вопрос: если на глубине 209 метров дна все еще не было, насколько глубоко продолжается система под озером, и что находится там, куда человек пока не смог добраться. Со стороны озеро выглядит совсем небольшим — 235 метров в длину и 130 в ширину. Это примерно 2 футбольных поля, поставленных рядом. Озеро находится на высоте 809 метров над уровнем моря, в долине, окруженной горами. Вода здесь прозрачная и имеет насыщенный синий цвет. В ясную погоду она становится светло-бирюзовой, а под тучами выглядит почти темно-синей. Из-за такой прозрачности глубина иногда кажется меньше, чем есть на самом деле. Даже при сильном ветре поверхность часто остается спокойной. Зимой озеро тоже ведет себя необычно. Оно не замерзает, хотя температура воздуха в этих горах может опускаться ниже минус 15 градусов. Местное название озера Церик-Кёль переводят как «гнилое» или «вонючее озеро». Его запах напоминает тухлые яйца и ощущается уже у берега. Среди горных пейзажей такой запах кажется особенно необычным. Но еще интереснее температура воды. Она держится на уровне 9 градусов и почти не зависит ни от времени года, ни от глубины. В июле на поверхности около 9 градусов, и примерно столько же можно получить на глубине 200 метров в январе. Для обычного озера такая стабильность была бы необычной. Летом солнце нагревает верхние слои, зимой они остывают, а ветер перемешивает воду. Поэтому температура поверхности заметно меняется в течение года. Здесь этого почти не происходит. Летом воздух может прогреваться до 35 градусов, зимой температура падает намного ниже нуля, а вода продолжает оставаться около 9 градусов. Возможное объяснение связано с тем, откуда вода попадает в озеро. Церик-Кёль питается не только дождем и талым снегом. Вода поступает из глубоких слоев горных пород через трещины в известняке. Там температура меняется намного медленнее, чем на поверхности, поэтому подземная вода может сохранять примерно одинаковую температуру в течение долгого времени. Затем вода проходит через озеро и выходит наружу через единственный ручей. Каждые сутки из Церик-Кёля вытекает около 70 миллионов литров воды. Это примерно 30 олимпийских бассейнов в день. При таком постоянном оттоке уровень озера должен был бы заметно снижаться. Но этого не происходит. Значит, такой же объем воды должен постоянно поступать обратно. Исследователи обнаружили десятки трещин на дне и по краям озера. Через них подземная вода выходит прямо в водоем. Получается, под небольшой поверхностью Церик-Кёля работает целая система подземных источников и потоков.
Но куда именно уходит эта вода после прохождения через подземную систему и насколько далеко она продолжается под горами, до сих пор точно неизвестно. Любой водоем на планете, даже самый суровый, становится домом для живых существ. Бактерии выживают в кипящих источниках, рыба живет подо льдом Антарктики, а жизнь находит себе место даже там, где человеку выжить кажется практически невозможным. Но в этом озере все иначе. Здесь нет рыбы и планктона. Единственные заметные обитатели — маленькие раки и пиявки. Иногда из соседнего ручья сюда заплывает форель, но надолго не остается. Через несколько часов она либо уходит обратно, либо погибает. За тысячи лет ни один вид рыбы так и не смог приспособиться к этой воде. Причина связана с ее составом. В озере много сероводорода. Это тот самый газ, который создает характерный запах тухлых яиц. Чем глубже, тем меньше в воде кислорода и тем выше содержание сероводорода. Ниже 100 метров вода уже полностью лишена кислорода и становится опасной для большинства живых существ. При этом вода настолько чистая, что иногда кажется ненастоящей. В ней почти нет того, что обычно делает озера мутными. Здесь мало водорослей, живых организмов и других частиц, поэтому в хороших условиях водолаз может видеть на десятки метров вперед. И именно эта прозрачность может стать ловушкой. Когда вокруг все хорошо видно, водолаз может чувствовать себя уверенно и не замечать опасности. Но достаточно случайно коснуться дна рукой, чтобы поднять со дна слой старого ила. Сначала в воде появляется небольшое белое облако. Оно быстро увеличивается и закрывает обзор. Через несколько секунд водолаз уже не видит стены вокруг себя, а затем может перестать различать даже собственные руки. Вместе с видимостью исчезают и ориентиры. В пещере нет солнечного света, горизонта и понятного направления вверх. Нельзя просто посмотреть на поверхность и понять, куда двигаться. Вокруг остаются только темная вода, каменные стены и проходы, которые в мутной воде выглядят почти одинаково. Если водолаз потеряет обратный путь, выбраться становится намного сложнее. Один неверный поворот может привести в другой тоннель, а без видимости уже невозможно понять, насколько далеко он находится от выхода. В такой ситуации даже знакомый маршрут превращается в лабиринт. Но глубина Цериккёля опасна не только для тех, кто туда погружается. Из-за недостатка кислорода органические остатки здесь разрушаются очень медленно. То, что опустилось на дно десятки лет назад, может долго сохраняться под водой. Холодная вода и отсутствие кислорода замедляют процессы разрушения, поэтому некоторые предметы могут оставаться в глубине намного дольше, чем в обычных условиях. Поэтому дно Цериккёля можно представить как огромный архив, скрытый под водой. Там могут сохраняться старые предметы, детали, техники и другие следы прошлого. А в неисследованных участках могут находиться вещи, о которых никто пока даже не знает. И самое страшное в том, что этот архив продолжает пополняться. Первые попытки измерить глубину Цериккёля начались еще в 70-х годах. Исследователи опускали грузы на длинных тросах и использовали первые эхолоты, которые позволяли оценивать расстояние до подводных поверхностей. Сначала получили около 100 метров, затем около 150. Каждый новый результат показывал, что озеро глубже, чем предполагали раньше. Исследователи продолжали искать дно, но постепенно стало понятно, что измерить его обычными способами здесь не так просто. В начале 2000-х среди дайверов появилась история о том, что знаменитый французский исследователь Жак-Ив Кусто якобы тоже пытался определить глубину этого озера, но не смог. Подтверждений этой истории нет, поэтому считать ее фактом нельзя. Однако легенда хорошо показывает, какую репутацию Цериккёль успел получить среди людей, которые занимаются глубокими погружениями. А затем началась экспедиция 2012 года, о которой мы рассказали в самом начале. Один водолаз погиб, второй после погружения оказался в больнице и едва выжил. При этом даже после всего этого исследователям так и не удалось найти окончательное дно озера. Озеро находится высоко в горах, поэтому воздух здесь разрежен. На большой глубине это создает дополнительные сложности для водолаза. Под высоким давлением азот может воздействовать на мозг и вызывать так называемое азотное опьянение. Человек начинает хуже оценивать ситуацию,
медленнее принимает решения и может допустить ошибку в самый неподходящий момент. Поэтому обычный воздух на такой глубине не используют. Водолаз дышит специальной газовой смесью, а ее количество заранее рассчитывают для каждой части погружения. Подъем тоже нельзя совершать быстро. Необходимо делать остановки на разных глубинах, чтобы организм успевал безопасно выводить растворенные газы. При слишком быстром подъеме в крови и тканях могут образоваться пузырьки, которые способны вызвать тяжелые повреждения внутренних органов. После этого исследователи решили снизить риск для людей и отправить на глубину технику. 4 года спустя команда провела около 400 погружений, но для дальнейшего исследования использовала уже не водолазов, а подводных роботов. Они были оборудованы камерами, эхолотами и датчиками и могли работать там, куда человеку спускаться было слишком опасно. Роботы смогли пройти намного дальше, Робсона, до глубины 279 метров. И там камеры показали неожиданное. Озеро не заканчивалось. На этой глубине начиналась система подводных пещер. Это была не одна небольшая полость, а целая сеть тоннелей, которые уходили дальше в гору и расходились в разные стороны. Одни проходы были широкими, другие постепенно сужались до щелей, через которые робот проходил с большим трудом. На стенах были минеральные отложения, которые формировались очень долго. Вода постепенно растворяла камень и год за годом расширяла трещины. Со временем небольшие трещины превратились в тоннели и большие подземные залы. Получалось, что озеро на поверхности было только частью огромной системы. Сверху это небольшой водоем. Под водой начинается совсем другой мир, где нет одной стены или одного дна. Есть проходы, повороты, боковые ходы и участки, которые могут вести дальше. Для человека это особенно опасно. В темноте легко выбрать неправильный проход. Можно подумать, что впереди продолжение основного тоннеля, а попасть в боковую ветвь. Можно потерять ориентир и уже не понять, откуда пришел. После открытия пещер появилась новая версия происхождения воды. Некоторые исследователи предположили, что подземные ходы могут быть связаны с глубокими водоносными слоями. Это большие подземные запасы воды, которые находятся внутри горных пород. Если такая связь существует, вода может поступать в озеро из подземной системы, которая уходит далеко за пределы этой долины. Есть и более смелая версия. Подземные воды могут быть связаны с источниками в других частях Кавказа. В таком случае вода могла пройти под землей десятки или даже сотни километров, прежде чем попасть в Церик-Кёль. А местные жители рассказывают еще более необычную историю. По одной из версий, глубокие пещеры могут быть связаны с Черным морем, которое находится примерно в 200 километрах от озера. Якобы вода проходит через горные породы, а затем появляется в Церик-Кёле уже пресной. Доказательств такой связи нет, и ученые не считают ее установленным фактом. Но подземная система изучена далеко не полностью, поэтому ее точные размеры и направления до сих пор остаются неизвестными. Если тоннели уходят намного дальше исследованного участка, Церик-Кёль может быть лишь небольшой частью гораздо более крупной системы под землей. И именно во время этих исследований роботы обнаружили еще одну неожиданную находку. На глубине около 100 метров, на каменном выступе, лежал старый грузовик. По его конструкции можно предположить, что машина была сделана в первой половине XX века. Металл сильно заржавел, но кабина, рама и колеса все еще были хорошо видны. Грузовик лежал прямо под обрывом горной дороги. Жители много лет рассказывали о машине, которая сорвалась с дороги и упала в озеро. По легенде, она перевозила бочки с вином. Некоторые местные даже показывали место на дороге, откуда, по их словам, грузовик сорвался. Когда машину нашли, место действительно совпало с этой историей. Грузовик лежал примерно на 100 метрах, прямо под обрывом. Но бочек рядом не было. Ни одной. Что с ними произошло, неизвестно. Возможно, вина никогда не существовала, а история со временем стала красивее. Возможно, деревянные бочки разрушились. Не исключено и то, что их кто-то достал раньше. Но сам грузовик оказался важнее старой легенды. Он показал, насколько хорошо глубины Церик-Кёля могут сохранять то, что однажды туда попало. После многих десятилетий под водой машина все еще оставалась узнаваемой.
Если холодная вода и недостаток кислорода почти не разрушили грузовик за столько лет, то в глубине могли сохраниться вещи, которые оказались там задолго до него. Что увидят роботы, если однажды доберутся до самых старых слоев на дне? Чтобы понять масштаб этой загадки, нужно сравнить Церик-Кёль с другими затопленными пещерами, глубину которых наука уже смогла измерить. В Чехии находится граница Храпость. Это затопленная пещера с подтвержденной глубиной 519 метров. Около 450 метров находится под водой. В 2020 году исследователи обнаружили в нижней части толстый слой осадка. По одной из версий, пещера образовалась под действием горячей воды с кислотой, которая поднималась из глубины Земли. Сейчас это самая глубокая известная затопленная пещера в мире. В Хорватии находится Красное озеро Имоцки. Весь провал уходит примерно на 530 метров, а глубина озера составляет около 287 метров. В 2017 году французский дайвер Фредерик Сверчинский первым достиг дна. Он погрузился, дошел до нижней точки и вернулся. Дно найдено. Вопрос закрыт. С Церик-Кёлем все иначе. Сначала исследователи говорили о 100 метрах, потом о 200, затем о 279. Позже приборы показали 292 метра. По некоторым данным, глубина до первого известного провала может достигать 368 метров. Но и после этой отметки система пещер может продолжаться. И здесь есть одна важная закономерность. За десятилетия исследований ни одна новая экспедиция не смогла просто подтвердить прежнюю максимальную глубину. С появлением более совершенной техники исследователи каждый раз получали новые данные и уходили дальше. Главная проблема в том, что Церик-Кёль нельзя измерить как обычное озеро. Если эхолот работает над большой открытой чашей, звуковой сигнал уходит вниз, отражается от дна и возвращается обратно. Здесь все сложнее. Под водой находятся боковые проходы. Один сигнал может отразиться от ближайшей стены, другой уйти в боковой тоннель, а третий — попасть в более глубокую часть системы. Прибор получает несколько отражений и должен определить, какое из них действительно показывает дно. В 2022 году к озеру снова отправили подводных роботов с камерами, эхолотами и другими датчиками. Они смогли пройти дальше, чем люди. На глубине около 280 метров проход резко пошел вниз. Робот последовал за ним на глубину 292 метра. На этой отметке приборы обнаружили поверхность, похожую на дно. Но полной уверенности не было. Перед роботом находился слой осадка, и было неизвестно, что находится под ним. Это могла быть твердая порода, а мог быть еще один проход. К тому же робот исследовал только один тоннель. От него отходили другие ходы, и их дальнейшее направление осталось неизвестным. Поэтому 292 метра нельзя считать доказанной максимальной глубиной всего озера. Это самая глубокая точка, которую удалось зафиксировать приборами в одном из исследованных тоннелей. И это принципиально разные вещи. В том же году озеро забрало еще одну жизнь. Опытный инструктор по дайвингу приехал сюда из другой страны. Ему было 42 года. Перед погружением оборудование проверили, маршрут подготовили заранее. За плечами у него был большой опыт сложных погружений. Но после входа в воду он не вернулся. Вечером его жена позвонила в дайвинг-клуб. Она хотела узнать, как прошло погружение. Вместо мужа ей ответил другой человек и сообщил, что водолаз не вышел из воды. Поиски продолжались несколько дней. Не нашли ни тела, ни оборудования, ни следов. Для озера, которое можно обойти пешком за 15 минут, это трудно представить. Водолаз может проплыть всего несколько десятков метров и оказаться в другом тоннеле. Если со дна поднимется ил, знакомые ориентиры исчезнут. Если пропадет связь с группой, найти обратный путь станет еще сложнее. Для спасателей ситуация еще тяжелее. Чтобы найти пропавшего человека, им приходится заходить в ту же систему пещер, где уже произошла авария. И каждый метр поиска создает новый риск. Наука уже умеет исследовать места, которые кажутся намного сложнее. Мы составили карты огромных участков океана, отправили аппараты на Марс, получили изображения черных дыр на расстоянии миллионов световых лет. Люди опускались почти на 11 километров в Марианскую впадину. Марианская впадина невероятно глубокая, но это открытое пространство.
Звуковой сигнал может пройти вниз и вернуться обратно. Исследователь видит перед собой одну огромную область. В Цериккёль вода ведет себя иначе. Она уходит между стенами, поворачивает, разделяется и снова соединяется. Вместо одной глубокой точки перед исследователем может оказаться целая сеть проходов. Робот может потерять связь с поверхностью, застрять в узком месте или свернуть в тоннель, из которого уже не сможет выйти. А для водолаза риск еще выше. В полной темноте соседние тоннели могут выглядеть одинаково. Один неправильный поворот способен отрезать путь назад. И если он ошибется всего один раз, найти дорогу назад в этой системе может оказаться невозможно. Местные жители объясняют озеро своими легендами. Самая известная рассказывает о драконе, которого древний герой убил стрелой. Раненый дракон упал на склон горы, а его слезы заполнили долину и образовали озеро. По легенде, тело чудовища до сих пор лежит где-то под водой. Есть и другая история, связанная с войском Александра Македонского. Говорят, что часть его воинов утонула здесь, когда пыталась перейти озеро. Исторических доказательств этой истории нет, но она передается местными жителями из поколения в поколение. Для Кавказа, через который веками проходили торговые пути и военные походы, подобные рассказы вполне закономерны. Но реальные особенности Цериккёля выглядят не менее необычно. Озеру около 10 тысяч лет. За это время здесь успели смениться целые поколения людей, исчезнуть поселения и измениться дороги. А под землей все это время шел процесс, который практически невозможно заметить со стороны. Вода постепенно проникала в трещины известняка и растворяла породу. Маленькие щели становились шире, превращались в проходы, а отдельные ходы со временем соединялись между собой. Так постепенно формировались тоннели и подземные залы. На это могли уйти тысячи лет, причем этот процесс не обязательно остановился. Вода продолжает двигаться через горную породу и медленно менять ее. То есть под озером может находиться система, которая все еще формируется прямо сейчас. Просто настолько медленно, что за человеческую жизнь эти изменения практически незаметны. Следующая экспедиция может обнаружить новый проход, который закончится через несколько метров. Но может произойти и обратное. За знакомой стеной окажется продолжение, которого никто не ожидал. И тогда размеры подземной системы придется пересматривать снова. Как вы думаете, где на самом деле заканчивается Цериккёль? Может ли под небольшим озером скрываться огромная сеть пещер, которую люди пока видели только частично? Напишите свою версию в комментариях и расскажите, было ли вам интересно следить за этой историей. А если вам нравятся такие расследования, посмотрите другие ролики на канале. Там мы разбираем загадочные места, необычные находки и истории, в которых до сих пор остаются вопросы.